В прошлой серии мы покрасили жиропрочки мотогондол. И вы встретили эту серию отлично. Просто шикарно. Статистика говорит за нас. Поэтому большое вам спасибо. А если вы ее не видели и пропустили предыдущие, вот вам ссылка на плейлист в углу экрана. А в этом выпуске мы завершим эпопею с горелым металлом на модели и установим в нее роскошные сопла. Короче, пристегивайте ремни подвесной, Temp Models в эфире. Поехали! Выполняйте левую двухминутную коробочку с рабочей 90-270. Ленточка дюбричка. По традиции сначала покажу, что же не так с коробочными соплами. Хотя вы уже и сами все видите. Я как моделист не понимаю, зачем. Почему именно 4 части, а не хотя бы 2 половинки? С 2 пресс-формы же вроде должны справляться, нет? Причем детализация из коробочных сопел очень хорошая. Учтены многие мелкие детали. Единственное, на лопатках сопел очень глубокий рельеф. Выглядит немного немасштабно, но они своим членением заруинили все достоинства. На стыках детализация рельефа, которую при выведении этого стыка очень легко потерять. Это у меня тут раз и готово, а по факту... И вот он, первый из 2 крупных недостатков, вот эти вот жирные стыки, которые надо сначала вывести относительно друг друга, а потом еще как-то убрать. Причем уже не только снаружи, но и внутри, потому что они очень заметны, и при этом еще детализацию надо сохранить. Если нас смотрит кто-то из ГВХ, кто проектирует модели, пожалуйста, напишите, зачем вы это делаете снова и снова. А сопла — это одно из самых зрелищных мест любого реактивного самолета. Тут нужно как-то не посыпаться. Но вы же на канале Temp Models, а мы знаем, где в пластике плохо. Хотя это тот самый случай, когда особо реклама-то и не нужна. Наши сопла зарекомендовали себя и пользуются стабильным устойчивым спросом среди мастеров. На каждое сопло приходится по 4 детали. Сборка простая и интуитивно понятная. Хоть это и практически полные суслики, но мы все равно здесь упоролись в детализацию. Соты над лопатками сделали специально потолще, чтобы они хоть немного окрашены и бликовали из-под стабилизаторов. А 3 лапки по контуру — это куда стабилизатор приклеивается. И никаких замылов, четкая перфорация. Стабилизаторы пламени ожидаемо вышли масштабнее и аккуратнее пластика. Зацените, наши моделеры даже умудрились дать дренажные патрубки. А я их сделаю немножко бликующими, чтобы не пропадали. Внутренний контур не такой глубокий, как в пластике, более масштабный. И есть это кольцо, в пластике его не дали. Для демонстрации главного преимущества наших сопел над пластиковыми, мне надо сначала их отделить. Там, где насадка не достает на весь свой радиус, я потом просто руками отломаю, прочность позволяет. Вывожу стыкующиеся поверхности согласно инструкции. Стабилизаторы пламени с тыльной стороны можно срезать более смело и особо не беречь. И срез особо не обрабатывать, его вообще не будет видно, а сядут они в любом случае. А с внутренним контуром, наоборот, чутка осторожнее, аккуратнее и внимательней. Если плохо тут все зачистить, внутри вылезет стык и будет заметен. Вам все подскажет рельеф, промахнуться здесь сложно. А вот и главное достоинство наших сопел и второй самый главный недостаток из коробочных пластиковых. Так ненавистная всем мастерам пластиковая толстая шахматная кромка, портящая масштабный вид истребителю. Заколебался ты такой выводить 8 стыков, а в конце все равно получил вот это вот. Ссылку на эти крутые сопла в нашем магазине найдете в описании к этому видео. У нас там сопла не только на Су-27, но и на всю линейку фланкеров, мигов, да и не только. Советуем заглянуть и ознакомиться. Почему и насколько мы крутые ребята мы показали, так что давайте приступим к покраске. Сначала черная глянцевая база. У меня это черный финишный грунт от Ганзы. Чем жиже его разводить, тем более глянцевую поверхность он дает в итоге. Это, наверное, лучшие фотки, что можно найти в сети на внутренний контур лопаток сопел и форсажную камеру. Здесь есть все, что нужно, и они еще на Су-33 полностью подходят. А это знакомая еще по прошлой серии палитра. В качестве базы я взял титан, потом закрыл лопатки,
И полосы гари делаю горело-золотистым металликом. А потом понимаю, что это не самый удачный выбор. Чтобы затусклить яркий рыжий цвет, я взял дымчатый лак от Tamiya. А вообще тут сразу нужно было брать даже не Burnt Metal от АК, а серо-фиолетовый металлик. Беру этот цвет, потому что металл обтекателя пламени и стабилизаторов выглядит настолько горело и матово, что кажется, будто он покрашен. А этот металлик беру, потому что дальнее кольцо все-таки выглядит горело-черным. Ну и на соплах беру уже серо-фиолетовый, надо было его сразу брать. И вам советую, золотистый это промах. И теперь внутренний контур лопаток. Я вижу, что верхние лопатки титаново-фиолетовые, местами титаново-голубоватые, а те, что под ними, титаново-горелые. По краям копоть, и ее много внутри на этом кольце. Что ж, всю информацию считали, так что погнали. Бесцветная база. У происходящего на экране есть забавный нюанс. Серия по соплам идет после жаропрочек, и нам кажется, что теперь-то все просто. В стройке же я сопла покрасил еще даже раньше, чем камуфляж. Так что все фишки жаропрочек, которые я показал в прошлой серии, здесь я буду еще только обкатывать, и это будет заметно. Тут, например, первая прикидка палитры. А еще кинематографично снять покраску маленьких замкнутых колец у меня не получилось. Поэтому такие тарантиновские кадры я дальше буду стараться опускать. Страдаю, потому что хочется хороший горело-синий, а придется брать LP. Им я закрываю все, что не закрыл фиолетовым. А еще крашу вот это бесцветно-синее кольцо. А теперь синеватым металликом приглушаю яркость насыщенных оттенков. Ну вот как-то так мне удобнее сначала насытить, потом приглушить, чем сразу полупрозрачными слоями нанести. Чисто для эксперимента смешиваю титан и золото. И в холодные оттенки лопаток примешиваю немного титановых ноток. Серо-фиолетовые беру для этих горелостей. Правда, у меня вышли чуть крупнее, потому что в кольце нифига не видно и было неудобно красить. Потом маскирую верхние лопатки и берусь за нижние. Для них я беру вот эту парочку. Горелым металлом от АК крашу вот эти полосы по центру лопаток. А титаном приглушаю и растушевываю их. Вот если его не полировать, он отлично подходит для нагара. Какой же кайф после всех этапов снять маски, увидеть цельную картину и понять, что она соответствует задуманному. А вот если этот Dark Iron полирнуть, он отлично подходит для внешней стороны. А Burnt Metal ему в пару завершает картину. Чтобы более-менее удачно смыть такой масштабный рельеф, нужно палочку предварительно просушить об бумагу, чтобы смывка снималась немножко тяжеловато, но при этом большая ее часть останется там, где нужно. В следующей серии поговорим об этом подробнее. А я, чтобы далеко не ходить, с этого конца добавил необходимой горелости прямо смывкой. Теперь глушим глянцевый блеск поверхности. Глянцевый он, потому что я забыл упомянуть, что он наносил смывку на слой лака GX112. Хотя я заметил, что полосы горелости, которые я делал Burnt Metal'ом по центру нижних лопаток, куда-то скрались. В принципе, можно вернуть их, растушевав тонкий слой черного масла по центру, либо черной пигмы, как в серии про жаропрочки. А в целом, как по мне, получилось очень даже похоже, а вы пишите свое мнение в комментарии. Мне тут нравится, как лопатки ловят блик из-под стабилизатора. И вместе с патрубком создают дополнительной глубины и детализации. Блин, надо было, конечно, сразу вместо золотистого взять серо-фиолетовый. Он тут на конце окружности, и вы можете видеть разницу.
А теперь самая вкуснятина, сами сопла с внешней стороны. Тут я в качестве базы брал уже хром, хотя теперь мы знаем, что на горелых участках плясать можно хоть от золотого, хоть от бёрнт-металла. Хром тут больше для второй линии синих лопаток. А вот этот референс, пожалуй, самый главный сегодня. На нем видно текстуру, оттенки. Я с него цвет и порядок этих лопаток подрежу. Чиппинг этих. Фото прям балдеж. Единственное, что добавлю, с этого референса синие и зеленоватые блики на лопатках. А с них и начнем. Какие лопатки в какой цвет, я выбирал наобум. Приглушал их хромом тоже в разной степени, причем где-то полностью глушил их то с одного края, где-то с другого, где-то сразу с обоих. Забегая вперед, могу сказать, что можно было глушить где-то чуть менее сильно, потом увидите. Этот металлик для ярко-желтых вкраплений. А теперь я первый раз пробую чиппинг, естественно, перед этим оттенки закрыл лаком. Желтые лопатки бёрнт-металлом покрываю более агрессивно, а цветастые по краям. Но в целом тут я только-только учусь. Слишком резкие переходы текстуры от яркой к тусклой смягчаю полупрозрачными слоями без чиппинга. И текстура чиппинга остается, и переходы плавнее. С синими лопатками можно было и поаккуратнее, конечно. Задачей всего этого было получить вот такую яркую, бликующую разными оттенками металла базу. Текстура тут не то чтобы прям агрессивная, но она уже есть. А теперь в дело идет самый главный и самый крутой металлик для лопаток. В Вакане с этим оттенком угадали прям тютелька в тютельку. Желтые лопатки я преимущественно по всей длине покрываю, а цветастые стараюсь больше у краев. По неопытности смыл слишком многовато, и, естественно, пришлось немножко восстанавливать оттенок. Попутно еще смягчая переход текстуры, как это было с бёрнт-металлом ранее. Уже прям хорошо так и текстуры, и горелости, и различных оттенков побежалости, но мне нужно больше именно гари. Такой матовый, более тусклый и рабочий. Я, недолго думая, взял матово-черный. И на слой лака и чиппинга буквально одним слоем прошелся по каждой лопатке. А потом смыл чиппинг и старался на цветастых лопатках снять его больше. И еще только обкатывая методику, взял тут слишком жесткую кисть. Для акрила можно было выбрать ворс помягче. После маскирую основные лопатки, а те, что между, покрою алюминием, чтобы имитировать вот такую полосу, которая через них по всей окружности проходит. А теперь масками непосредственно создаю полосу и беру для основного цвета вот этот Dark Iron. Полирнув его, получаю прикольный горелый блеск.
Ну и получаю то, чего я и боялся. Слой лака не защищает, и часть накрашенного слезает со скотчем. Собственно, поэтому я стал искать другой и нашел тот самый голубой от Ганзы, который я использовал в серии про жаропрочки. Жидкие маски тут слишком муторны. Хотя, знаете, подкрасы слезшей краски только добавили хаоса и текстуры, так что здесь их можно вообще считать рабочим моментом техники. Теперь к этому референсу на синие лопатки я добавлю еще и этот, с которого подрежу вот этот порядок желтых лопаток на другом сопле. И опять, скрипя сердцем, пришлось налепить желтый скотч на кучу слоев лака. Создавая базовый рисунок оттенков, я старался большую часть лопаток красить индивидуально. Где-то делал слой более насыщенно, где-то менее, где-то перенасыщая с одного края, а где-то с другого. Это что касается синих и зеленоватых лопаток. Чтобы получить в итоге вот такой интересный рисунок, который я затем покрою лаком и чиппингом. Повторюсь, я на начальных этапах стараюсь отделить каждую лопатку от соседних, а не фигачить 2-3 ряда общими пятнами. Фиолетовый на этих лопатках отлично сочетается с синим, и здесь ему не нужна бесцветная подложка. Опять же, где-то с одного конца, где-то посередине, где-то с другого. И на синих оттенках он гораздо более темный, насыщенный и пурпурный. Оставшиеся бесцветные лопатки добиваю титановыми оттенками. Смываю, ну точнее тут сдираю чиппинг. Кто бы у меня тогда зубную щетку отобрал, а? Смешиваю более золотистый оттенок и приглушаю им зеленоватые лопатки. Вот поленился и соседние слегка задеваю. Следующим слоем к различным оттенкам подмешиваю оттенки синих вкраплений побежалостей. Не отделяю лопатки друг от друга, потому что тут уже есть слой лака и чиппинга, просто стараюсь более аккуратно и точно наносить краску. И наконец-таки, отказавшись от зубной щетки, снимаю чиппинг аккуратнее кисточкой. Так я добиваюсь синих вкраплений побежалостей на титановых лопатках, на фиолетовых, на бледно-голубых. Чутка добавляю вариативности полупрозрачными слоями металла другого оттенка. Естественно, предыдущий слой текстуры чиппинга уже защищен лаком и нанесен новый слой чиппинга. Вот тут со скотчем сорвало накрашенное, но не сказать, что я сильно расстроен, потому что это создаст уникальную текстуру после подкраса. Ну и выборочно добиваю лопатки горело-синим пигментом. А пигментами сажи добавляю копоти вместе стыка сопел с жаропрочками. Защищаю пигменты глянцевым лаком, чтобы сделать смывку. Теперь размечаю маск-лентой примерные границы для меток на лопатках. Сами метки копийнее всего будет сделать от руки. И, наконец, чиппингом имитирую коцки, как на референсах. Финалю покраску сопел, матируя глянцевый блеск. Ну, в смысле глянцевый блеск именно от слоя лака. И покраска закончена. И, как я и говорил, синеватые и зеленоватые блики на горелых лопатках сопел можно было сделать чуть поярче, меньше глушить их хромом. Хотя даже так оттенок считывается и просматривается, особенно когда бликует. Внутренний контур тоже получился отлично и красиво. Текстуры и оттенки темных горелости лопаток вышли тоже очень натурально.
Вот, кстати, череда титановых лопаток, которые я пытался получить как на референсе. Вышло похоже. Чтобы установить наши сопла, внутри мотогондол нужно срезать ребра для искоробочных. Сажаем все на цианокрилатный клей, лучше на какой-нибудь гелевый с задержкой засыхания секунд 5. А потом вставляем все в мотогондолу. По стыкуемости здесь все то же самое, что и с искоробочными соплами. Ну, то есть, чем меньше будете лениться и лучше подгоните, тем лучше сядет. А теперь беру этот лак и делаю финальный штрих. Мне не нравится излишний, ненатуральный блик глянцевого лака на поверхности металлических панелей. Глушу его, и из-под него обнажаются вкрапления титана и горелые металлические оттенки, которые глянцевый лак скрадывал. Жиропрочки преображаются и выглядят богаче и еще более горело. Не уверен, что видео это передаст, но вы просто попробуйте и поймете, о чем я тут. И наконец-таки я и вы со мной можете заценить, как это все смотрится вместе в сборе. Как я и говорил, сам же схалтурил на стыкуемости, зато взял исполнением. В следующих стройках исправлюсь. Все, с горелостями на самолете в частности, а с его покраской в целом мы разделались. Остались только вооружение и мелкая периферия. Чуть позже мы попробуем все скомпилировать в гайды в наших соцсетях, так что не забудьте подписаться. Напоминаю, если вам понравились наши сопла, найти ссылку на них в магазине вы можете в описании к этому видео. А если еще и сегодняшнее увиденное вам понравилось, не забудьте влепить лайк. Вы новичок и наткнулись на это видео случайно? Рекомендую сначала посмотреть предыдущие, а потом подписаться и поставить уведомления. И мы всей когортой подписчиков в следующем видео задекалим, правильно и красиво смоем модель и балдежно ее вымараем в ГСМ и порохе. Ну а на сегодня все. До встречи через неделю. Пока.